Чудесная свирель. Корейская народная сказка. На острове Черепахи рос когда-то удивительный бамбук. Ночью это был обыкновенный бамбук, каких много растет в стране утренней свежести. Но только наступал день, бамбук раскалывался на две половинки. Многие видели этот удивительный бамбук, но никто не мог объяснить, почему он раздваивался, когда наступал день. Только старый рыбак, который жил на берегу моря, неподалеку от острова Черепахи, такой старый, что и сам забыл, сколько ему лет, знал тайну бамбука. Знал, но никому о ней не рассказывал. Молва об этом рыбаке дошла до самого короля. Призвал король того рыбака к себе во дворец и приказал рассказать все, что знает об удивительном бамбуке. Сидел король на атласных подушках посреди огромного ковра из леопардовых шкур, а перед ним стоял старый рыбак и медленно рассказывал. Кому нужен раздвоенный бамбук? Никому, а целый. Если он тонок, на палочке для еды нужен. Если бамбук в возрасте, толстый, окрепший, на шест для лодочника надобен. Вот он и раздваивается днем, чтобы никто не срубил его, а ночью срастается, чтобы расти и крепнуть. Старые люди рассказывали еще и так. Вырос этот бамбук там, где похоронен храбрый юноша. Было то в давние времена, в битве с иноземцами. Из-за моря уцелел только один юноша. Враги обещали сохранить ему жизнь, если он покорится. Но юноша отверг все их посулы и продолжал храбро сражаться. Вот у врагов тоже остался только один воин. Он изловчился, ударил юношу мечом и надвое рассек его. Падая, успел юноша бросить в иноземца свое копье и убил врага. Сердце юноши уже не билось, когда пришли девушки и женщины нашей страны. Они похоронили отважного юношу на берегу острова Черепахи. Призвали они каменотесов, чтобы высекли те достойный памятник герою. Но как же все удивились, когда на следующий день не нашли могилы юноши. На ее месте вырос стройный бамбук, звучавший, как свирель при каждом дуновении ветра. Бамбук вырос на том месте, где в последний раз билось сердце юноши. Старые люди говорили, что если срезать этот бамбук светлой ночью в полнолуние, когда он срастается, и сделать из него свирель, то будет эта свирель обладать чудесной силой. Она может усмирить бурные волны, и в непроглядный туман приведет к берегу корабль мореплавателя и лодку рыбака. Она устрашит врага и даст богатырскую силу и храбрость защитникам. А зазвучит эта свирель лишь в руках у того, кто ни в делах, ни в помыслах не имеет ничего плохого для людей. Но стоит лишь вывести свирель в чужую страну, на чужую землю, как она тотчас потеряет свою чудесную силу. Выслушал король рассказ рыбака и решил во что бы то ни стало сделать себе свирель из чудесного бамбука. Многих людей посылал он к острову Черепахи, но всякий раз
Поднималась такая буря, что посланцы возвращались ни с чем. Шли годы, а бамбук на острове все рос и рос. Поднимался все выше и выше. И вот раз один юный отважный рыбак преодолел волны и приплыл к острову. Взобрался он на скалу к бамбуку и только успел его срезать, как поблекла луна и засияло утреннее солнце. А через мгновение разыгрался тайфун, черные тучи закрыли солнце, и опять наступила тьма. Несколько раз пытался юноша на своей лодочке выйти в пролив, отделяющий остров от страны утренней свежести. Но ветер разрывал в клочья его паруса, а волны выбрасывали лодку на остров Черепахи. Тогда догадался он вырезать из бамбука свирель, и как только он заиграл, волны усмирились, и море стихло. Юноша-рыбак вручил свою свирель королю. Ту свирель положили в ларец, сделанный искусными мастерами из черепахового панциря, перламутровых раковин и золота. Хотел было король испробовать силу чудесной свирели, но не решался, потому что у него, как и у всех королей, далеко не все дела были чисты и безупречны. Так и лежала свирель долгие годы в драгоценном ларце, и стали о ней забывать. Но вот однажды из-за моря приплыли враги, чтобы завоевать страну утренней свежести, разграбить ее сокровища, а людей сделать своими рабами. Рыбак, который срезал бамбук и сделал свирель, был теперь уже старым и дряхлым, но он вспомнил о ней. Поспешил к королю и попросил у него чудесную свирель. И как только заслышали враги звуки той свирели, они обратились в бегство. Слухи о чудесной свирели дошли до заморского царя, и он решил завладеть ею. Послал царь одного своего молодого воина, чтобы тот любым путем добыл ее. Молодой воин был хитер и коварен. На купеческом корабле прибыл он в страну утренней свежести. Объявил себя искусным чистильщиком ковров и стал ходить из дома в дом, выбивать пыль. И все расспрашивал о свирели, о том, где она хранится. Пробрался чужеземный чистильщик ковров и в королевский дворец. Он незаметно выкрал свирель, завернул ее в огромный ковер. Потом он вынес ковер из дворца и особенно усердно выколачивал из него пыль. А королевским слугам предложил тем временем покурить и угостил их табаком, в котором подсыпано было снотворное зелье. Слуги закурили и вскоре уснули. Тогда чужеземец выхватил из ковра свирель, спрятал ее под одежду и бежал из дворцового сада. Когда он возвратился к своему царю, тот устроил великое пиршество в честь хитрого воина. Много было шума и веселья на этом пиру. Можно было подумать, что кто-то совершил великое открытие, а не подлое воровство, как было на самом деле. Больше всех ликовал царь. «Вот теперь-то я всех сильнее. Всех завоюю», — думал он. Но как ни старался царь, свирель в его руках издавала только слабый стон. Не знал он, что в чужой стране, в злых руках, она теряла свою волшебную силу. Разгневался царь, обвинил своего воина в обмане и повелел с высокой скалы сбросить его в море со свирелью. Воин утонул, а свирель унесли морские волны. Так
и утеряли люди ту волшебную свирель. Идет время, многие пытаются ее найти, но пока ни у кого не выходит.